Приветствуем вас на канале Астромира. Добро пожаловать, друзья, в новый выпуск нашего канала. Сегодня мы погрузимся в апрельский месяц и расскажем о лунном посевном календаре, который станет вашим надежным гидом в мире огородничества и садоводства. Существует 3 общих правила, которых придерживаются опытные садоводы и огородники. Первое. Стараться избегать посева и посадки в дни полнолуния и новолуния. Второе. Для получения высокого урожая с надземной части огородных культур посадку следует проводить в дни растущей луны. Третье. Чтобы получить максимальную высокую урожайность с подземной части, растения в землю лучше высаживать в дни убывающей луны. Давайте рассмотрим календарь по дням. 1 и 2 апреля, 22 и 23 лунный день, убывающая луна в Козероге. Козерог является средним по плодородности знаком зодиака, знак корня. Забота о цветах, можно пересаживать цветы с ослабевшими корнями. Посев многолетних и клубнелуковичных цветов. Воздержитесь от работы с корнями. Садовые заботы. Обрезка улучшается заживление, прищипка и прививка. Высев и посадка кустарников и деревьев. Посев овощей в теплице и на огороде. Подкормка растений, некорневая и корневая. Лучше органическая, предварительная обработка семян, защита от болезней и паразитов. Высев корнеплодных и луковых, лук, репчатый и порей, чеснок, капуста, брокколи, цветная и белокочанная, перец горький, морковка, мангольд, редька, редис, репа, тыква, сельдерей, свекла, арахис и картофель, а также укроп и петрушка. 3, 4 и 5 апреля до 14:14, 24, 25 и 26 лунный день, убывающая луна в Водолее. Водолей является бесплодным знаком зодиака, знак цветка. Забота о цветах. Можно совершать посадку цветов в экспериментальных целях для получения необычной формы или расцветки. Воздержитесь от полива, чтобы не было заболеваний корней, от подпитки, от высаживания, проращивания и пересаживания растений, особенно семян. Садовые заботы. Обрезка деревьев для формирования кроны, отрезание излишней поросли, обрезка отводков у земляники, окропление растений от вредных организмов. Посев овощей в теплице и на огороде, рыхление без поливов, удаление сорняков, обработка почвы окучиванием и мульчированием, удаление излишних растений. 6 и 7 апреля до 14 часов 26 минут. 27 и 28 лунный день, убывающая луна в рыбах. Рыба является самым продуктивным знаком зодиака, знак листа. Забота о цветах, посев цветочных растений. Воздержитесь от обрезки растений, обильных поливов, перекармливания растений, заготовки земляных смесей, это может привести к развитию микозы и гнилей, обработки от паразитов и болезней. Садовые заботы, формирование деревьев и кустарников, а также посадка плодово-ягодных культур, виноград, земляника и малина. Посев овощей в теплице и на огороде. Допускаются дозированные подкормки органическими удобрениями. Пересадка, высев и посадка любых растений, прежде всего посленовых, перец, горький и сладкий, помидоры, а также другие, свекла, мангольд, баклажаны, морковь, любая капуста, редька, огурцы, редис, кабачки, бобовые, арахис, тыква и картофель. 8 и 9 апреля до 14 часов 24 минут. Новолуние. Луна в Овне. В новолуние растения не следует подвергать воздействию, так как это может негативно отразиться на их состоянии. 10 и 11 апреля до 16 часов. 3 и 4 лунный день, растущая луна в Тельце. Телец является очень плодородным знаком зодиака, знак корня. Забота о цветах, посев многолетних и клубнелуковичных цветов. Воздержитесь от рыхления почвы в корневой зоне и пересадки растений. Садовые заботы. Рекомендуется полив и прививка. Обрезка деревьев для формирования кроны. Высадка деревьев и кустарников. Посев овощей в теплице и на огороде. Благоприятно замачивать и проращивать семена. Рекомендуется высев луковых и корнеплодов. Лук-батун, шнит, порей, репчатый, свекла, редис, морковь, редька, а также баклажан, перец, горький и сладкий, помидоры и огурцы, мангольд, капуста, брокколи, белокочанная, кальраби, цветная, красная, бобовый, арахис, тыква и кабачки, картофель. 12 и 13 апреля. 5 и 6 лунный день, растущая луна в Близнецах. Близнецы являются малоплодородным знаком зодиака, знак цветка. Забота о цветах, высев и посадка вьющихся растений, а также ампельных, декоративные висящие растения. Воздержитесь от посадки и пересадки травянистых растений. Садовые заботы, рекомендуется укоренение и пересадка черенков, прищипка и прививка, а также посадка плодово-ягодных культур – виноград, земляника и лимонник. Посев овощей в теплице и на огороде, окучивание и прополка, прореживание всходов.
Посадка и посев капусты, цветная и брокколи пекинская, кальраби совойская, редис, перец горький, петрушку, фенхель, шпинат, а также бобовые. 14 и 15 апреля. 7 и 8 лунный день. Растущая луна в раке. Рак является одним из самых плодовитых знаков зодиака, знак листа. Забота о цветах. Рекомендуется обрезка, укоренение и пересадка комнатных растений. Посев однолетних и декоративно-лиственных растений. Воздержитесь от посадки, посева, применения ядохимикатов, а также пересадки клубневых и вьющихся, травянистых и древесных растений. Садовые заботы. Прививки, полив, дождеванием и минеральная подкормка. Высадка деревьев и кустарников, а также посадка плодово-ягодных культур – виноград, земляника и малина. Посев овощей в теплице и на огороде, замачивание семян, пересадка растений. Посадка и высев баклажанов и кабачков, помидоров и огурцов, свеклы, любой капусты, лук-шнит и лук репчатый, морковь, мангольд, перец сладкий, редька, бобовые, а также тыква и картофель. 16, 17 и 18 апреля. 9, 10 и 11 лунный день. Растущая луна во Льве. Лев является одним из самых бесплодных знаков зодиака, знак плода. Забота о цветах. Допускается пересадка растений с крепкими корнями. Воздержитесь от поливов и подкормки растений, а также от посевов и посадок. Садовые заботы, допустимы прививки. Окропление растений от вредных организмов. Посев овощей в теплице и на огороде. Кучивание и прополка, опрыскивание, профилактика против болезней и паразитов. Возможны посев и посадка фенхеля и горчицы. 19 и 20 апреля. 12 и 13 лунный день. Растущая луна в Деве. Дева является малоплодным знаком зодиака, знак корня. Забота о цветах, посев и посадка вьющихся растений и однолетних цветов, а также клубнелуковичных, коротких декоративных кустарников и деревьев. Воздержитесь от замачивания и проращивания семян. Садовые заботы, любая обрезка и полив, а также посадка плодово-ягодных культур, виноград и земляника. Посев овощей в теплице и на огороде, полив, внесение минеральных удобрений, пересадка и пикировка растений, окучивание, рыхление и прополка, профилактика против болезней и паразитов, посев огурцов и горького перца. 21, 22 и 23 апреля. 13, 14 и 15 лунный день. Растущая луна в Весах. Весы являются средним по плодородности знаком зодиака, знак цветка. Забота о цветах, высадка кустарников и роз. Воздержитесь от прививок, опрыскивания и минеральных удобрений. Садовые заботы, омолаживающая обрезка деревьев для формирования кроны, а также посадка плодово-ягодных культур, виноград и земляника. Посев овощей в теплице и на огороде, пикировка сеянцев, полив, формирование, органическое удобрение овощей. Посев спаржи, лука-порея, баклажана, перцев, помидоров, капусты, пекинская, белокочанная ранняя, цветная, сельдерея, черешковый, корневой, тыквы и кабачков, а также выращивать корнеплоды – морковь, редис, редька, свекла и картофель. 24 апреля. Полнолуние. Луна в Скорпионе. В соответствии с лунным календарем, полнолуние не является благоприятным временем для работы с растениями. 25 апреля. 17-й лунный день. Убывающая луна в Скорпионе. Скорпион является вторым по плодородности знаком зодиака, знак листа. Забота о цветах, высадка всех клубневых, однолетних и многолетних цветов. Воздержитесь от пересадки, деления корней, обрезки, размножения луковичных и клубнелуковичных. Садовые заботы, прививка, нанесение защитного слоя на стволы деревьев, подпитка органическим удобрением, а также посадка плодово-ягодных культур, виноград, земляника и малина. Посев овощей в теплице и на огороде, органическое удобрение овощей, полив, замачивание семян. Посадка рассадой луковичных и многолетних растений. Морковь, огурцы, редис, свекла, баклажаны, сельдерей, перцы, томаты, тыквы и кабачки. Посадка картофеля. 26 и 27 апреля. 18 и 19 лунный день. Убывающая луна в Стрельце. Стрелец является малоплодным знаком зодиака, знак плода. Забота о цветах. Посев декоративно цветущих растений зацветают быстрее, а также ампельные и вьющиеся цветы. Воздержитесь от полива и обрезки, так как они очень чувствительны в этот период к механическим повреждениям. Садовые заботы. Проводится побелка стволов, санитарная обрезка деревьев и кустарников, очистка от сорняков и больных растений, обрезка отводков у земляники, а также посадка плодово-ягодных культур, виноград, земляника и лимонник. Посев овощей в теплице и на огороде, обработка от разных болезней и паразитов, окучивание, прополка, прореживание всходов, рыхление. Посадка и высев растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем, быстро растущих растений с лекарственными свойствами. Возможен высев лука, репчатый, шнит, батун, помидоры, перец сладкий, чеснок, корневой сельдерей и редис. Допускается посадка картофеля.
28, 29 и 30 апреля. 20 и 21 лунный день, убывающая луна в Козероге. Козерог является средним по плодородности знаком зодиака, знак корня. Забота о цветах. Можно пересаживать цветы с ослабевшими корнями. Посев многолетних и клубнелуковичных цветов. Воздержитесь от работы с корнями. Садовые заботы. Обрезка, улучшается заживление, прищипка и прививка. Высев и посадка кустарников и деревьев. Посев овощей в теплице и на огороде. Подкормка растений, некорневая и корневая, лучше органическая. Предварительная обработка семян, защита от болезней и паразитов. Высев корнеплодных и луковых. Лук, репчатый порей, чеснок, капуста, брокколи, цветная белокочанная, перец горький, морковка, мангольд, редька, редис, репа, тыква, сельдерей, свекла, арахис и картофель, а также укроп и петрушка. Желаем красивых растений и хорошего урожая. Всех вам благ!